Здравствуйте, вы смотрите Geek Movies. Чуть больше года осталось до выхода на экраны «Войны бесконечности», которая станет самым крупным кинокомиксом в истории кинематографа. Причем не только в плане бюджета, который, по слухам, составит умопомрачительные 500 миллионов баксов. Фильм соберет под своим крылом беспрецедентное количество актеров-звезд первого уровня, а также историю, которая свяжет воедино все дальние уголки киновселенной Marvel, начиная от Земли с ее Железным Человеком и Капитаном Америкой и заканчивая дальним космосом, где воюют Стражи Галактики. Кевин Файги, глава Marvel, уже пообещал, что фильм будет абсолютно не таким, каким мы его ожидаем. А также то, что после третьего и четвертого фильма о Мстителях киновселенная никогда больше не будет прежней. И прямо сейчас мы попытаемся представить, чего же мы можем ожидать от картины, которая появится на экранах 3 мая 2018. Кому из Мстителей суждено погибнуть? Кто из Стражей Галактики решит остаться на Земле? И как Танос распорядится перчаткой бесконечности? Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие несколько минут. Пожалуй, главное, с чего стоит начать и на что стоит обратить внимание, это уже упомянутые ранее слова Кевина Файги, который прямо и откровенно заявил, киновселенная после противостояния Мстителей с Таносом изменится до неузнаваемости. Главная и единственная логичная мысль, на которую наводит это суждение, многим героям предстоит погибнуть или исчезнуть, и состав команды величайших героев нашей планеты претерпит существенные изменения. Пройдемся по каждому члену команды и дадим прогноз на то, какая судьба его ждет в ближайшем будущем. Сразу поясним, что под ближайшим будущим мы считаем не только «Войну бесконечности», но и 4-й фильм о Мстителях, который выйдет через год. Снимаются они как один большой фильм, и что бы там ни говорили об их разнице, они все-таки единое целое. Начнем с «Железного Человека». И как бы грустно не было это осознавать, шансы Тони Старка остаться в кино после противостояния с Таносом стремятся к нулю. Смена поколений в Marvel, откровенно говоря, назревает, ведь в следующем году исполнится 10 лет с выхода первого «Железного Человека», и как бы зрители не любили Роберта Дауни-младшего, он все-таки не бессмертен и не бесконечен. Актер уже давно заявляет о желании расстаться с костюмом ввиду возраста, а на горизонте студии появляются новые герои, которым суждено повести Marvel в будущее. Доктор Стрэндж, Человек-паук, Черная Пантера, Капитан Марвел, и этот список с каждым годом лишь растет. Что же до событий самих фильмов, Тони уже не тот бесшабашный юнец, который мечтал о мире во всем мире. Жестокая реальность потрепала мистера Старка. Он прошел гражданскую войну, которая заставила его сражаться со своими друзьями. Потерял любимую женщину, Пеппер Потс, и превратился в сурового защитника нашей планеты, который растит себе смену в лице Человека-паука. Нет сомнений, что при малейших признаках угрозы со стороны Таноса Тони первым ринется в битву. И еще меньше сомнений в том, что он еще раз позволит себе подвергать своих друзей опасности. Роуди, который чуть не отправился на тот свет, заставит Старка закрыть своей могучей спиной всю нашу маленькую планету. Но беда в том, что его спины может оказаться недостаточно. И именно сила воли Железного Человека может сыграть с ним злую шутку. Боясь подвергнуть близких опасности, он может взять задачу, которая ему не по силам, решив надрать задницу Таносу в одиночку. Конечно, нет сомнений, что другие ребята помогут ему в этом деле, но Тони еще в первых «Мстителях» показал, что готов для защиты своей планеты на все. И именно аналогичным актом самопожертвования, но на этот раз без счастливого исхода, может закончиться его судьба в киновселенной. Как тут не вспомнить, что в комиксах Тони держал перчатку бесконечности в своих руках, и вполне возможно Таносу таки удастся разрушить огромную часть вселенной, но Старк, завладев ей, вернет все на свои места, пусть и ценой своей жизни. Другой, менее грустный вариант, знакомство со Стражами Галактики и знание того, что вселенная кишит разумной жизнью, сорвет голову авантюристу Старку, который после благополучной победы над Таносом оставит нашу планету на попечение Доктору Стрэнджу, отправившись осваивать далекие дали, и попросту пропадет с радаров киновселенной. Это оставит возможности для приятных камео в будущем и смотрится самым благоприятным вариантом. Оставляйте-ка свое мнение о том, стоит ли жить Железному Человеку или же он должен уйти, в комментариях. И вместе мы попытаемся доказать Marvel, чего именно хочет фанатское сообщество. Ну а пока поговорим о других ребятах. Перейдем к Капитану Америки, шансы которого остаться также весьма призрачны. И дело даже не в контракте Криса Эванса, который заканчивается ровно после 4-х Мстителей, а все в той же пресловутой смене поколений. Marvel обладает тонким чутьем на то, когда стоит остановиться, и сомнительно, чтобы студия продолжила штамповать сольники Кэпа, учитывая, что можно отдать такую возможность той же Черной Вдове, которая ждет свой фильм о
аж с 2010-го. Что же до кино? Стив находится в бегах, и Капитаном Америкой он и вовсе не является, бросив щит и костюм после событий гражданской войны. Сомневаться в том, что этот парень останется в стороне от конфликта с Таносом, это значит не знать Стива Роджерса как такового. Ибо в этом случае все еще хуже, чем с Тони. Стоит вспомнить слова братьев Руссо, режиссеров «Мстителей», которые заявили, что не стоит ожидать, что события гражданской войны сбудутся. Войну бесконечности Кэп и Тони встретят на разных сторонах баррикад. И пусть цель их будет общей, они не будут действовать вместе. Если в «Мстителях» два величайших ума Марвел, стратегический и технический, были на одной стороне, то на этот раз гений Тони Старка окажется без поддержки лучшего стратега киновселенной. И даже если они все-таки объединятся, призраки прошлого будут всегда витать вокруг. Усугубляет ситуацию тот факт, что в глубине души они уважают и любят друг друга. Поэтому Стив может оказаться тем человеком, который без колебаний бросится на помощь своему товарищу. Пусть даже это и будет стоить ему жизни. Роджерс, в отличие от Тони, найдет язык со Стражами Галактики, и, скорее всего, действовать они будут вместе. Вариант с торжественным уходом за горизонт, который мы рассматривали с Железным Человеком, в этом случае выглядит очень-очень призрачным. Военный человек Стив Роджерс никогда не бросит свое дело, и помешать ему может лишь смерть, что, к нашему превеликому сожалению, скорее всего, и случится. А что же до сменщиков? Их выстроилась целая очередь, которая начинается с Бакки Барнса и заканчивается с Соколом. Оба этих парня понимают, чего стоит символ Капитана Америки, и знают Стива Роджерса, поэтому сочтут за честь продолжить его дело. Дела остальных Мстителей, за исключением разве что Вижена, смотрятся гораздо приятнее. Хотя бы потому, что два парня выше в любом случае будут на передовой и возьмут все риски на себя. Алая Ведьма без всяких вариантов столкуется с Доктором Стрэнджем и начнет осваивать таинство магии, будучи его ученицей. И с вероятностью в 99% присоединится к Стивену во втором его фильме. Черная вдова, несмотря на статус ветерана киновселенной, получала не так много экранного времени и выглядит тем самым мостиком, который и будет держать связь между двумя поколениями Марвел. Соколиный глаз так и просится в сольный фильм к Наташе, чтобы наконец рассказать нам о событиях в Будапеште, а Человек-паук слишком молод, чтобы умирать, и уж в случае его гибели безутешные фанаты сожгут офис Марвел, что студия прекрасно понимает. Закадычный друг Тони Старка Роуди погибнет разве что через хладный труп мистера Старка. Несмотря на все недостатки, тот является преданным другом и не позволит воителю оказаться в максимально опасной для жизни ситуации. Особняком стоит Тор, но его третий сольный фильм уже в открытую называют первым, потому что те два, что мы имеем, Марвел предпочитает забыть. Асгард будет разрушен, на родине белокурого бога грома творится сущий кавардак, и даже несмотря на то, что он наравне с Тони и Стивом бросится на передовую, его шансы выжить несравненно выше, хотя бы потому, что он, черт возьми, бог. Бог, у которого будет еще слишком много дел на этом свете, ради которых стоит жить. Из всего состава Мстителей у Тора самые большие шансы остаться в следующей фазе жизни киновселенной, потому что космос, вокруг которого и будут вертеться основные события, для него что дом родной. И не зря Рагнарёк называют в первую очередь космическим фильмом Марвел. Возвращаясь к Вижену, хочется глубоко вздохнуть и пожелать ему удачи. Камень бесконечности, который дал ему жизнь, очень нужен Таносу для сбора полной перчатки. И одному Одину известно, что приключится с ним после изъятия заветного камушка. Быть может, он превратится в обычного человека, что, к слову, косвенно подтверждается имеющимися фотографиями со съемок. Быть может, он погибнет и заставит Алую Ведьму сойти с ума, устроив апокалипсис для всей реальности, как это происходило в комиксах, где Ванда попросту уничтожила практически всех мутантов одной фразой. Но так или иначе рассчитывать на то, что он останется в составе Мстителей, можно, лишь будучи очень наивным. Перейдем к другим ребятам, с которых начинается все самое интересное. Стражи Галактики, появление которых состоится в Войне Бесконечности, внесут весомую лепту в события, ведь так или иначе в их составе находятся сразу две дочери Таноса. А сами ребята уже имели дело как с Камнем Бесконечности, так и с прислужником Безумного Титана Ронаном Обвинителем. Нас ожидает воистину эпохальное объединение двух главных команд Марвел, которое не останется без последствий ни для одной из них. После всех слов режиссеров сомнений в том, что супергерои понесут потери, практически не остается. И с большой долей вероятности можно утверждать, что кто-то из состава Стражей решит остаться на Земле, в то время как кто-то из Мстителей решит присоединиться к космической команде. Сомнительно, чтобы Звездный Лорд променял бескрайние просторы Вселенной на простую жизнь внутри одной планеты. А вот по поводу других ребят этого сказать нельзя.
Гамора, Небула и Дракс – ребята, которые фактически являются сиротами, и желание обрести дом живет в каждом из них. Семью они уже нашли, будучи членами Стражей Галактики, но знакомство с Мстителями может дать им новую перспективу родного дома, из которого не нужно никуда убегать, не нужно лететь на другой конец галактики, чтобы с кем-то сражаться, и не нужно тратить остаток своей жизни на бесконечные бега от самого себя. Такая перспектива, вкупе с тем, что Стражам предстоит сражаться бок о бок с земными героями и видеть их храбрость, вполне может привести к тому, что та же Гамора решит остаться на нашей планете, предложив то же самое Звездному Лорду, который и вовсе родился здесь. И как бы ни сильна была их тяга друг к другу, Питер Квилл раздал бай, для которого усидеть на одном месте настоящая кара, в то время как для его подруги Сердца все обстоит гораздо иначе. Что же до обратного эффекта, господин Тор, которому Мидгард является близким, но отнюдь не родным миром, может подкинуть работенку оставшимся стражам, чтобы те помогли ему разобрать весь тот бардак, который остался после Рагнарёка, и тем самым станет частью космической команды, причем довольно могущественной частью. Тем более, что Marvel уже показывала нам концепт-арт, на котором он бок о бок сражается с реактивным енотом. Все вышесказанное прекрасно вписывается в контекст слов Кевина Файги о том, что киновселенная никогда больше не будет прежней. Представьте Мстителей без Железного Человека и Капитана Америки, но с Капитаном Марвел, Человеком-пауком, Доктором Стрэнджем и Гаморой. И в то же время Стражи Галактики, к которым присоединился Тор. Помножьте это на вселенную, которую сотрясает Танос вместе с Перчаткой Бесконечности, и мы получим прекрасную затравку для следующей фазы киновселенной. Резюмируя все вышесказанное, наш прогноз на состав Мстителей в будущих фильмах Marvel следующий. Капитан Марвел от Бри Ларсон в качестве лидера, а также Черная Вдова, Человек-паук, Воитель, Сокол, Баки Барнс как Капитан Америка, Человек-муравей и Оса, а также Гамора. В то время как Доктор Стрэндж и Алая Ведьма будут выступать в качестве магической поддержки. Ну а в Стражах Галактики останутся Звездный Лорд, Грут, Небула, Йонду, Реактивный Енот и Дракс, к которым присоединится Тор. После «Войны бесконечности» и следующего фильма о Мстителях эпоха фаз киновселенной, к которой мы уже привыкли, должна подойти к концу. Об этом также заявляли руководители студии, обещая для нее очень неожиданное будущее и то, что в следующих фильмах нам стоит ожидать самые необычные команды героев, которые будут работать вместе. Наш прогноз в том, что это самое будущее заключается в новых героях, которые понесут знамя Мстителей, и в абсолютно новых сюжетах, которые уйдут от привычных разделений на сольные фильмы. Стражи Галактики бок о бок с Тором разбираются с проблемами Асгарда. Алая Ведьма и Доктор Стрэндж договариваются с Дормамму и путешествуют в альтернативной реальности. Баки Барнс в костюме Капитана Америки и со щитом бок о бок с Человеком-пауком разбирается с неприятностями на Земле. Это ли не самое неожиданное и необычное будущее, которое нам обещали? Оставляйте свои предположения о том, кто из персонажей Marvel в будущем превратится в отличных друзей. Ставьте лайки, если вам понравилась наша теория, и мы обязательно порадуем вас вновь. До новых встреч, друзья!